So the floor is yours. Well, we are all ears. Thank you, Maria, and thank you, Victoria. My name is Mallory, and I'm an alcoholic. Спасибо, Мария, Виктория. Меня зовут Мэллори, я алкоголичка. I'm really honored to join you guys. Thank you, Maria, for the invitation. It's always an honor to do any type of service, particularly sharing the message, but to do it internationally, what a pleasure and what a blessing, right? Sorry, Maria. Да, спасибо большое, что пригласили. Мария, тоже тебе отдельное спасибо, что пригласила. Вообще замечательная вещь – это нести служение, любое служение по несению вести, но когда случается в таком международном формате это служение произвести, но это просто Божье благословение, никак иначе. Well, I could have said that, right? Spasiba, right? That's basically what I was saying. But yeah, so the reason I say that it's an honor to participate in a group, especially, you know, when you share a message of recovery, it's because that's our primary purpose. Ну, я уже сказала, да, что несение вести – это вообще большая честь для любого алкоголика, поскольку это наша основная задача, то есть несение вести, передача опыта другим алкоголикам. So, just to give you a bit of background on where I am, so for qualification purposes, I was separated from alcohol since February of 2015, so that's around 6.5 years. Ну, чтобы вам немного для идентификации понять, кто я на самом деле, да, в общем, меня отлучили от алкоголя в феврале 2015 года, то есть где-то у меня трезвости 6,5 лет. Thank you. Now, I'm not sure how it was translated, but I've learned to be very specific with how I say that, because sometimes you can say I am sober X amount of time, or a lot of us will say I have 6.5 years sober, right? И вот хотела, да, именно как-то обозначить вот эту свою позицию, почему я именно говорю, что меня как бы отлучили от алкоголя, потому что кто-то заменяет это словами «я трезвая там с такого-то времени» или «у меня срок трезвости там 6,5 лет». But I've learned that it's a bit more accurate, I think, to say I was separated from alcohol X amount of time ago. Но я вот считаю, что более как бы благоразумным будет говорить, что как бы меня разлучили, отлучили, то есть отделили от алкоголя, да, 6,5 лет назад. And the reason I believe that's more accurate is because that's what happened. You know, I didn't do anything. This whole process came to be not because of me. И именно ну вот почему я об этом говорю, что я не прилагала к этому каких-то усилий. То есть это действие было как бы вне меня. То есть я не делала это самостоятельно. То есть это был процесс, который происходил практически без моего участия. Because in retrospect, I've learned a couple things since joining Alcoholics Anonymous. Namely, I've learned what that means to be an alcoholic. Ну вот касательно всего то, что я сейчас говорю, когда вот я внедрилась, так скажем, да, в сообщество анонимных алкоголиков, первое, что я для себя поняла и выучила, и узнала, это что означает для меня быть алкоголиком. Because when I got here, I had no idea what was going on in my life. I didn't know what alcoholism is. I just had no idea. Поскольку, когда я пришла, у меня вообще не было никаких представлений, что будет происходить, что я буду делать. Я вообще не понимала, что такое алкоголизм. Да? Никаких представлений у меня не было вообще. So how it happened is that I wasn't even looking to get sober, to be honest. I was drinking more consistently, and I started to get some consequences.
Вообще-то, когда я пришла, у меня не было, ну, так что прям по-честному сказать, мыслей, да, навсегда завязать с алкоголем, да, но просто я стала замечать за собой, что я начинаю пить все больше и больше, и происходят какие-то последствия моего употребления все больше и больше. Мгм. But compared to some other people's stories, the consequences weren't as obvious as they could have been had I kept going down the path. But by the grace of God, I found Alcoholics Anonymous by happy accident. Ну, сравнивая мою историю, может быть, с историями других членов анонимных алкоголиков, возможно, у меня не такие тяжелые были последствия моего употребления, как они могли бы быть, если бы я продолжала употреблять. Но вот, слава богу, я все-таки наткнулась на анонимных алкоголиков, пришла, и это Божье благословение. So when I first got here, I didn't know what alcoholism is. I didn't know that I'm an alcoholic. I did know that my drinking was starting to get out of control because some external consequences started to happen, but I had no idea what Alcoholics Anonymous was really about. И когда я пришла в анонимные алкоголики, да, то есть я не знала, что я алкоголик, я это как бы не принимала, не знала, что будет происходить. Я понимала, что мое употребление алкоголя, оно как-то выходит уже из-под контроля, но, опять же, я абсолютно не имела никакого представления, в чем вообще анонимные алкоголики, что это такое. So when I came here, I knew that I wanted a change. I knew, so we have a couple slogans that helped me. One of them was, nothing changes if nothing changes. And I was sick and tired of being sick and tired. И когда я пришла, мне понравились два слогана, которые я как бы приняла для себя, что ничего не поменяется, пока я ничего не поменяю, да, пока я не начну что-то делать. И второй слоган: я устала, как бы больна и устала от того состояния, что я больна и устала. So that I understood, that I could identify with, but why it was happening and how it was all happening, I didn't understand yet. Да, в общем, вот такое представление у меня было, но я не понимала, почему это случилось со мной, да, почему я как бы стала алкоголиком, да, и как это все происходит, то есть механику. Я не понимала. So when I first got to my first meeting, I did not think I was an alcoholic. I just thought I was young and it was normal. Yeah. Когда я пришла на свое первое собрание, я, да, в общем, не считала, у меня не было этого убеждения, что я алкоголик. Я просто думала, что, ну, я молода, и, в общем-то, это и нормально, да, такая молодая и ранняя. But I knew that I was in pain. So by the grace of God, somebody had suggested, hey, why don't we go to an AA meeting tomorrow? While we were drinking, by the way. And I said, okay. Но ну, по каким-то совершенно Божьему провидению вдруг так случилось, что мне сказали, да, причем пока мы пили, кто-то из тех, с кем пили, сказал мне, что, может быть, все-таки сходим на собрание анонимных алкоголиков. So I went, not knowing what to expect, and they happened to be reading the doctor's opinion of the big book. И я пришла на это первое собрание, и так случилось, что как раз-таки читали мнение доктора на этом первом собрании, на которое я попала. And so again, I went there not thinking I was an alcoholic. I didn't think I belonged, none of it, right? So I go there and they must have seen us because we were probably not looking very healthy. And they, by the grace of God, it was a book study, and either they were really actually at the beginning of the book, or for us, they went backwards. И вот я пришла на это свое первое собрание, и ну, в таком по действительно чудесному стечению обстоятельств изучали эту большую книгу. Это было изучение большой книги. И как-то мы так еще удачно попали, хотя у меня не было таких идей, да, что я все-таки не принимала, что я алкоголичка, что у меня какая-то есть проблема. Но это было самое начало книги, и
опять же, они увидели, что, ну, я и с кем я пришла, честно говоря, мы выглядели не очень, да, наверное, поняли, что нам что-то, честно говоря, не очень хорошо, и они даже немножко отмотали это собрание назад, то есть начали с самого начала. Мгм. I understood. Хорошо. Um, um, so so we started to read the doctor's opinion, right? And it described everything I was thinking, everything I was doing, and everything I was feeling. И как раз-таки, когда мы приступили к чтению мнения доктора, я вдруг обнаружила для себя, что там написано, да, то есть то, что читали, это то, что я делаю, что я думаю и что я чувствую. And that for me, it blew my mind. I couldn't believe it was so accurate, like so accurate that it could have had my name on it, and I just didn't know what to think. И, в общем, у меня прям раскололось сознание, да, то есть просто это был вынос мозга. Это было настолько как бы деликатно, с одной стороны, написано, но это было настолько как бы персонально обо мне, что вот если подставить туда мое имя, вот в описании вот этого алкоголика, да, с его всего проблемами, ну, это, вот, ну, это просто было все обо мне. Sorry, one second. I'm gonna go get the book, okay? Okay. I have the book myself. Yep. I should have planned better, but Yep. oh yeah, so Yes, you're gonna yes. read your book, okay? Yes, yes. I will open both English version and Russian. I hope I will quickly pass through. Okay. Well, I'll from tell one you to... where I am. Yeah. Okay, okay. Mm-hmm. Although this book doesn't have page numbers. It might be. Do you have Roman numerals XXVI for the doctor's opinion? Unfortunately, no. It just says the doctor's opinion. Okay. So nothing. it's in the so 1, 2, 3, 4. It's like the fourth page of the doctor's opinion, and it starts with the paragraph "Men and women drink essentially." Yes. Okay. Yeah. Thank you. So I'm there at the meeting and I don't know what to expect. And all of a sudden, I just know that I'm in pain. And all of a sudden, we start reading this doctor's opinion, right? And it, like I said, it described everything I was doing, like how I was drinking. It described it. It described what I was thinking, the crazy, obsessive, racing thoughts. It described how I was feeling, the incomprehensible demoralization. Sorry, go ahead, Maria. Okay. Да, и вот когда вот мы начинаем читать, мы читаем и читаем это мнение доктора, и вдруг вот это мне врезается, да, то есть настолько вот у меня было много боли внутри, и я вдруг понимаю, да, что это то, что я чувствую, то, что я делаю, то, что я вот описано мое вот это употребление, я понимаю, что да, вот действительно я прям описано вот как я употребляла до прихода в сообщество. Вот это вот безумие, да, алкоголическое мышление. То есть прямо вот просто про меня, то есть подставь мое имя, и это будет все обо мне. So this is one of the, I think one of the most important paragraphs in the doctor's opinion, because so my whole understanding of what was going on inside of me, it explained what was happening, because I knew what was happening because I witnessed it. I just didn't know why it was happening, right? И да, действительно, вот в описании в мнении доктора очень много сказано и прямо, ну, конкретно прямо обо мне. Поскольку я действительно это проживала, то есть я была свидетелем тех событий, ну, и тех поступков, и того опыта, который был описан в мнении доктора. То есть это был настолько близкий мне опыт, вот, что, ну, это было все обо мне. So this paragraph pretty much sums it up for me, right? Men and I'm gonna substitute myself, right? Mэлlori drinks essentially because she likes the effect produced by alcohol. The sensation is so elusive that while she admits that it is injurious, she cannot, after a time, differentiate the true from the false. So that right there
it's super important, right? Because I drink, not because I want to get drunk. I drink because it gives me an effect that I need or that I feel like I need. And I'm not talking about being drunk. Мгм. Да, и вот как раз-таки вот в этом абзаце, сейчас я его как бы прочитаю через через меня. Вот в нем как бы вот заключена, я считаю, основная мысль, да, вот как summary, да, то есть резюме моего вот этого вот употребления. Ну, Мэллори, из мнения доктора кусочек, да, что Мэллори пьет главным образом потому, что ей нравится эффект, вызываемый алкоголем. Это ощущение столь неуловимо, что, несмотря на признание причиняемого вреда, через какое-то время она, Мэллори, уже не может сказать, что истинно, а что ложно. То есть, и вот она резюмирует, что действительно вот это было настолько точно описано, что я понимаю, я употребляла не потому, что были какие-то внешние причины моего употребления, мне просто нравился эффект, вызываемый алкоголем. Мгм. So, and I learned that that effect that's produced, right? I drink because of what alcohol does for me, not what it does to me. What it does to me and every other human being is that it gets me drunk, right? That's the act of alcohol on the body. Мгм. И я, в общем, начала для себя различать две вещи, да, что, ну, я пью, почему? Потому что мне нравится эффект. Причем я пью как бы, чтобы для чего? Я начала понимать, для чего мне нужен алкоголь, какой эффект он производит на меня. Не для меня, потому что, ну, и для остальных людей, потому что, ну, в основном для чего алкоголь, если так с физической точки зрения? Просто я напиваюсь, да, но вот именно как бы ощущение, которое вот то состояние, которое вот под воздействием алкоголя происходит, вот это самое ощущение как раз-таки, ну, не передать. Мгм. But so like I said, I drink what for the effect that it does for me. And what it does for me is it makes me feel okay. It makes me feel like I could finally be good with myself and just breathe a little bit. И вот этот самый эффект, который вызывается алкоголем, да, не то, что я напиваюсь, а то, что я лучше себя чувствую, я вдруг начинаю спокойнее дышать, да, я в гармонии с этим миром, я могу выдохнуть, меня это успокаивает. Вот такой эффект. Мгм. And what I've learned is that that's one of the things that makes me a real alcoholic versus either a hard drinker or, you know, anybody else out there who may look like an alcoholic. There's actually a difference. Мгм. Да, и вот как раз-таки в этом-то и есть вот эта вот разница между действительно именно алкоголиком, что делает меня именно алкоголиком, и просто пьяницей, да, просто сильно употребляющим человеком. В этом там действительно есть разница. Мгм. Because non-alcoholics, they don't get the same relief that I do. They get drunk, they have a good time, they enjoy themselves, and that's fine. And sometimes, you know, the hard drinker will drink to excess and they'll have some consequences like us too, but or me, but it doesn't have that same soul effect. Мгм. Да, ну вот именно как раз-таки разница между, когда употребляет просто сильно пьющий пьяница, да, и сильно употребляющий человек, и алкоголик, да, то есть для сильно пьющего человека нет вот этого чувства освобождения, да, то есть когда все проблемы уходят. Да, сильно пьющий человек может, конечно, да, там он просто напьется, хорошо проведет время, возможно, если он будет усугублять, продолжать, он, конечно, возникнут последствия в связи с чем, что он тоже может стать алкоголиком со временем, да, но вот именно вот этого эффекта освобождения, который и ради чего и выпивает алкоголик, могут ощутить только именно настоящие алкоголики. Мгм. So it goes on to tell me that I am restless, irritable, and discontented. Yeah, Мгм. that's true. Так. Вот как раз-таки в продолжении нашей истории здесь говорится о том, что я испытываю беспокойство, раздражение и неудовлетворенность. Мгм. Unless I can again experience the sense of
ease and comfort that comes at once by taking a few drinks. Мгм. А, и опять же, да, то есть я испытываю беспокойство, раздражение и удовлетворенность, если не могу вновь пережить чувство легкости и комфорта, которое приходит сразу после нескольких рюмок. Мгм. That's it. Ease and comfort. That's the effect that's produced by alcohol. No wonder I wanted it so bad. Doesn't everybody want to be at ease and feel comfortable? Вот именно вот это вот, да, чувство легкости и комфорта, самое основное для алкоголика, да, то есть для меня это существенно важно, вот эта легкость и комфорт, да, не каждый сильно пьющий человек пьет ради того, чтобы ощутить эту легкость и комфорт, которая вот именно для меня нужно, да, как для алкоголика. Мгм. And the reason that, because everybody deserves ease and comfort. Everybody is searching for it. The difference between me and somebody that maybe isn't an alcoholic, they don't seek that ease and comfort in drink. I do. Мгм. Мгм. Да, и вот в чем как бы, опять же, разница между алкоголиком и неалкоголиком. Каждый человек заслуживает легкости и комфорта этого чувства, ощущения, да, легкости и комфорта. Но здоровые люди, да, которые не употребляют, допустим, алкоголь или независимы от чего-либо, не такие, как алкоголики, они это чувство легкости и комфорта могут испытывать совершенно по-другому, да, то есть своими какими-то способами. Я как алкоголик это чувство легкости и комфорта могу достигать только вот этим способом. Мгм. So now we go back to the beginning of that paragraph. It says, I drink essentially because I like the effect produced by alcohol. The sensation is so elusive. So that what sensation? The sensation of ease and comfort. And so I chase it because it is so elusive. I can't find it. I can't grab it. I can't hold it. Right? Мгм. И вот дальше в начале, опять же, этого абзаца у нас сказано, что, опять же, да, что я пью главным образом, потому что мне нравится эффект, вызываемый алкоголем. Это ощущение столь неуловимо, да, то есть неуловимо. И сколько бы я ни выпивала, мне никак не ухватиться, да, то есть не получить вот это вот освобождение, высвобождение. И я продолжаю, как алкоголик, почему я продолжаю употреблять? Чтобы найти вот этот эффект, да, вызываемый алкоголем. Хотя он все равно неуловим, то есть я не могу его уловить в любом случае, сколько бы я ни выпила. Мгм. So the point is that I'm chasing this feeling of ease and comfort through alcohol because it's natural. I need ease and comfort as a human being. But the desire for ease and comfort, trying to get it through alcohol, because the desire is so desperate, right? I'm willing to injure myself because I know alcoholic is injurious. I see it in my life. It's not good for me. I know it, but I'm willing to do it anyway. Мгм. И я продолжаю искать вот этот вот как раз-таки, да, комфорт, то есть продолжаю преследовать вот этот эффект, да, вызываемый алкоголем, хотя я начинаю понимать, да, что это мне это вредит, да, то есть мне это вредит, мне это доставляет проблемы там, со здоровьем, и вообще, в принципе, употребление алкоголя может сильно вредить, да, но вот это мое безудержное стремление, да, вот это отчаяние, с которым я ищу вот этого высвобождения, освобождения, которое нахожу в алкоголе, да, оно мне все равно заставляет продолжать употреблять, несмотря на то, что вот этот вот губительный эффект алкоголя очень сильно то есть сильно меня разрушает. Мгм. Mm-hmm. So, and then it tells me that, and I've experienced this. So, because I seek that ease and comfort so much, I'm going to succumb to the desire again, right? And then the phenomenon of craving develops. And then I'm going to pass through the well-known stages of a spree, emerging remorseful with a firm resolution not to drink again. This is repeated over and over. I've done this.
over and over and over. I drink, and at first it's fun for a little bit, and then it starts to hurt me, but I still do it. Right? Why? Because I'm seeking ease and comfort until it starts to be too painful, and I say, no, I'm done. I'm gonna quit. But I picked up again, and I started the cycle all over again, and it happened more than once. Да, и вот далее как раз-таки про феномен тяги. То, что здесь у нас в этом же абзаце далее, когда вот я продолжаю искать вот это облегчение через алкоголь, и после того, как я уступаю своему желанию снова, а я уступаю, потому что я все равно продолжаю искать вот это облегчение через алкоголь, развивается феномен тяги. И я прохожу через хорошо известные стадии запоя с последующими угрызениями совести, принятием твердого решения никогда больше не пить. Этот цикл повторяется снова и снова. И оно продолжалось, этот цикл повторялся снова и снова. Я говорила себе, что все, в этот раз я не буду. Но опять же, я как алкоголик, да, с безумным вот этим мышлением, мне все равно хотелось, да, мне все равно хотелось получить вот это облегчение. Я все равно продолжала искать, да, вот это вот эмоциональное облегчение, физическое какое-то облегчение, выдохнуть. И этот цикл повторялся, то есть вот этот цикличный процесс запускался вновь и вновь. So that was key for me I identified with having a firm resolution. I'm not going to do this anymore. I've had enough. I've sworn it off. I'm going to change my life, blah, 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 blah. I'm going to quit tomorrow. I'm going to quit on Monday. I'm going to quit on the 1st of the month. Whatever it was that I told myself, but I would fail again and again and again. И опять же, какие бы решения я не принимала, да, поскольку вот это вот желание облегчить свое существование, да, но все-таки было во мне очень сильное, я себе давала за руки обещания, да, что я прекращу, все, больше никогда, или завтра я брошу. Нет, брошу с понедельника или с 1 числа следующего месяца, да, и все время все мои попытки проваливались, да, поскольку этот процесс запускался, у меня вот это было твердое убеждение, да, я все-таки продолжала искать вот это облегчение, и я понимала, да, что я не могу остановиться сама, то есть я каждый раз обещаю, и каждый раз у меня эта попытка не увенчивается успехом. So why is it that I keep failing at something that's so simple? Just don't drink anymore. Why am I failing? Is it because I'm stupid? Почему у меня не получается бросить? Ну, неужели я же не тупая? Я же как бы понимаю, да, что, просто не пей, да? Ну, что, можно же просто не пить, да? Как бы никакого тут сильного секрета нет, да? Но почему же я все время проваливаюсь, да, в этой своей задумке? I used to think that, I just don't have enough willpower. И мне все время казалось, что у меня просто нет силы воли вообще никакой. Просто, или не хватает ее до какого-то уровня. But what I learned is that, no, the reason that I can't stop is because I am what's called an alcoholic. That means it's twofold, right? I have a physical allergy to alcohol. Once I start, I just get the phenomenon of craving. I just want more and more. Но, опять же, ответ был такой, что если я поняла, что я настоящий алкоголик по двум вещам. Да, почему я не могу просто не пить? Да, две вещи. Первое – это то, что у меня после первой рюмки развивается вот этот вот феномен тяги, то есть мне хочется пить и пить и пить и пить далее. То есть некая форма аллергии. So that answers the question why I can't seem to only have one drink when I start, right? Once I'm there, I'm drinking. I always say I'm just going to have one or two, and then it ends up being 7 or whatever. That answers that question, because something inside physically, it's like if I was allergic to peanuts, right? I eat the peanuts and my throat, expands or whatever happens, right? It's just a physical reaction. So that answers that question. И, если отвечать на вопрос, да, вот как бы два вопроса задать, да, к алкоголику, да, почему он алкоголик. Вот как раз-таки ответ на вопрос, почему алкоголик не может просто не пить, да,
вот это вот феномен тяги. То есть я начинаю пить, и мне не остановиться. Я, может быть, планирую выпить 1 или 2 стаканчика, да, но заканчивается все, что я выпью 7 или 8, а может быть еще больше. То есть у меня вот эта вот аллергия запускается, вот эта вот реакция организма. Это то же самое, если бы у меня была аллергия на орешки, допустим, да, я бы ела эти орешки, и у меня, допустим, там случился бы отек квинки, да, то есть мое вот там горло раздуло и так далее, да, то есть это какая-то аллергия, которая запускается. Вот это как бы часть ответа на вопрос про физическую тягу, да, то есть у меня что-то в организме нарушено, то есть есть какая-то физическая проблема, которая вот запускает вот эту реакцию. Okay, but what about the times when I wasn't drinking? If because I wasn't drinking round the clock, right? So that only answers the part about when I'm already drinking, when alcohol is in my system. But what about when I'm not drinking, right? What about the times where I do put it down? Maybe I stop for a couple days, a couple weeks, a couple months, whatever, right? What about those times? What's the problem? If I know better, why is it that I fail and I pick it up again? Why? И опять же второй вопрос, да, почему? Почему же я все-таки, если я знаю, что у меня вот эта аллергия, почему я все-таки опять и опять запускаю этот процесс, да? Дело все в том, что я же не пью 24 часа в сутки, да, круглосуточно, да, то есть есть какие-то перерывы, когда я не употребляю, да, то есть я, может быть, там занимаюсь даже своими делами, да, но что заставляет меня, зная о последствиях, да, зная как бы о последствиях употребления, опять и опять запускать вот этот процесс аллергии, если я знаю, что это аллергия, что-то со мной не в порядке, что же это такое, да, что же это? So the reason what I learned here, the reason is because I have this mental obsession that somehow, someday, I'm not going to be an alcoholic, right? That somehow, someday, I'm going to not have that reaction, that I'll be able to regain control. But the truth is, I will never regain control, but my mind will not accept that fact. So it has this obsession. So it makes me try different ways and but that's basically what drives me to pick it up again and again and again. It's a form of denial. Но опять же, да, вот что же это такое? Это некое обсессивное вот это поведение, то есть это какое-то безумие ума. То есть я знаю о последствиях, я знаю, что может произойти, но тем не менее я начинаю пить. Да? То есть у меня как бы, да, появляется такая иллюзия, которая вот, ну, запускается вот этой моей безумной головой, да, что ну вот в этот-то раз, да, я смогу проконтролировать. То есть ко мне вернется вот это самообладание, да, вернется контроль над употреблением. А суть-то в том, что оно не вернется, да, но мне моя голова рассказывает, да, вот это алкоголическое мышление, что я смогу в этот раз остановиться, да, а суть в том, что это невозможно. So those two components, the physical allergy, meaning once I start, I can't stop, and more importantly, the mental obsession that I can't stay stopped, that's what makes me a real alcoholic. Вот как раз-таки вот эти два компонента, да, то есть это физическая аллергия, то есть если попадает алкоголь в мой организм, мне не остановиться, как бы я этого не хотела, у меня запускается вот этот процесс. И второе, вот это одержимость ума, алкоголическое мышление, что если я даже знаю о последствиях, у меня нет ну, никакой, что ли, защиты, да, то есть я все равно сегодня или завтра, я не знаю, когда, я не могу это спрогнозировать, я могу начать опять пить, это делает меня настоящим алкоголиком. So again, why is it that I can't seem to stay away? You know, I know that when I drink, eventually it hurts me. I know that, right? И я знаю... So if I drink, sorry, go ahead. Oh, No, sorry. go ahead. Okay. Да, ну, опять же, да, я же знаю вот эту всю штуку, да, то, что я знаю последствия, я знаю, что если я начинаю пить, я могу не остановиться, да, я все равно знаю, но я все равно начинаю. So, sorry, I lost myself. So
I know when I don't drink, I feel better. I know that when I do drink, eventually I feel bad. I know this. So why is it that I keep doing it? Is it because I'm stupid? No. I know what is good and what is bad. I know what I want to do. But so the problem is that obsession is, so why is it so strong that I can't be rational and say, but this is going to be bad for me? The reason is because I'm seeking ease and comfort. Мгм. Но опять же, да, то есть повторюсь, что я же знаю о последствиях. Я знаю о последствиях, то, что запустится аллергия, если я начну пить. Я же знаю, я же не тупая, в общем, да. И я знаю, что может произойти, да. Но тем не менее, да, как вот это все равно, опять же, начнется вот это вот употребление. То есть и я знаю, что я могу начать пить, и если я начну, я знаю результат, к чему это приведет, что это будет мне вредить. Я это все знаю, но тем не менее, да, я опять начинаю, да, вот эту вот одержимость ума. Я опять начинаю употреблять, потому что что? Потому что я все равно я ищу вот это вот облегчение через вот этот эффект алкоголя. Мгм. I'm not actually seeking the alcohol. I don't care about the alcohol. It doesn't even taste good. Не значит, что я прям вот вожделею этот алкоголь, да. Это совершенно не обязательно, что мне прямо именно нравится какой-то определенный сорт алкоголя. И вообще, честно говоря, по большому счету, это просто какая-то что-то горькое и невкусное, да. Мгм. I used to think, oh, it's because I like being drunk. No, it's because I was seeking ease and comfort. And there's nothing wrong with that. That is completely human and natural to seek ease and comfort. The problem is that I'm seeking ease and comfort in the wrong way and in the wrong place. I can't find ease and comfort in a bottle. Мгм. Да, но тем не менее, да, опять же, все равно, зная о последствиях, я все равно продолжаю употреблять, потому что я все равно ищу вот это облегчение. А, и я его и буду продолжать искать. Но опять же, в этом же нет ничего плохого. То есть, в принципе, это нормально для здоровых людей, для людей без каких-то зависимостей, искать вот это вот облегчение. В этом нет ничего противоестественного. Это прекрасно, да, то есть каждый человек как бы хочет вот этого облегчения. Но я продолжаю искать его через алкоголь. Соответственно, алкоголь меня разрушает. Мгм. So one of the tricky things is that it is, especially in the beginning, it did seem to give me what I wanted, right? It did give me ease and comfort. That's the feeling, the sensation that I'm chasing. So it makes sense that I would keep going back to the same source because I got it a couple times. Мгм. И тем не менее, я могу сказать, что just a second, I lost a little bit. Sorry. So can You, you? you want me to say it again? Yes. Yes. Yes, sorry. I It's was okay. distracted. Mhm. I know, it's okay. So, oh gosh. Oh yeah. So I was saying one of the tricky things is that it does seem to work, especially in the beginning. It does give me the ease and comfort, and it's fun and blah blah blah. So it makes sense that I think, oh, I want to feel good. I want ease and comfort. Let me go to alcohol because it worked before. Мгм. Да, и, в общем, вся фишка была в том, что поначалу действительно это работало. То есть я могла прийти вот к этому состоянию облегчения и спокойствия через алкоголь. Поначалу это не доставляло мне никаких проблем, да. То есть это было все весело, приятно, но постепенно вот это вот состояние, к которому я приходила, оно больше мне вредило, да. То есть именно употребление алкоголя, я не могла никак достигнуть вот этого состояния спокойствия и покоя. Мгм. But that's an illusion. It's a trick. And that's what I didn't understand as being in the grips of alcoholism, because after a time I warped my mind and I just couldn't tell the difference between true and false anymore, and it seemed to work. So if it worked once, why wouldn't it work again, right? So I kept trying to get it to work until I realized that it doesn't work anymore. Мгм.
Да, и вот я действительно поддалась вот этой иллюзии, да, что вот это состояние, я смогу его все-таки когда-то достигнуть. И я продолжала и продолжала, да, пока действительно вот это последствие употребления мне не становилось хуже и хуже, да, но вот эта вот иллюзия, что все-таки я смогу достигнуть вот этого состояния, да, спокойствия, комфорта, оно сыграло со мной злую шутку, да, то есть потом уже последствия употребления, пока я употребляла, да, они были для меня более, да, плачевными, чем вот то состояние, к которому я стремилась. So we said all of that just to establish that's the problem. That's what alcoholism is. So if you can identify with not having control once you start, but more importantly, not having choice as to whether you start again, then you've made the two qualifications. You are an alcoholic. Congratulations. Ну вот так, резюмируя все, что я сейчас рассказала, да, если у вас этот опыт откликнулся, да, то есть вы идентифицировали себя, да, по двум признакам, что когда вы начинаете, вам не остановиться, вы не можете контролировать количество, да, и второе, что несмотря на то, что вы знаете о последствиях, ваша голова вам расскажет, да, что вы не сможете защититься вот от этой первой рюмки, запустить вот эту аллергию. Ну, в общем-то, я вас поздравляю, возможно, вы алкоголики. You know, it's not always, it's not necessarily like, oh, am I drinking every day, or, it's not that. It's literally just, do you have the physical allergy and do you have the mental obsession? Yes or no? They're very simple questions that if you're being honest, you have to diagnose yourself. I can't say anything about your drinking. Да-да-да, то есть это вы сами тестируете, диагностируете себя, да, то есть я не могу вам сказать, алкоголик вы или нет. То есть если вы задаваете два простых вопроса, да, если у вас вот эта физическая аллергия и если у вас одержимость ума, приходите к выводу, что да, то есть какая-то проблема есть, хотя не обязательно, что вы пьете каждый день, да, это, в этом нет ничего обязательного, да, именно в употреблении, в большом количестве употребляемого алкоголя. Но ответив на эти два вопроса положительно, вы можете сами ответить себе на вопрос, являетесь вы алкоголиком. So the reason I painstakingly established what the problem is, right? It's not that I have emotional issues or my life is a mess or all that stuff. That's not the problem. That's consequences, but like that's not the problem. So if I am an alcoholic, that's a problem, right? Because if I can't control what happens, so here's the line of thought. If when I drink, it brings pain, eventually death, right? So that means that because when I drink, I cannot control it. So sorry, Maria, you go. Окей. Так. Вся приколюха заключается в том, Да. что если вы употребляете, то это является... это не проблема. То, что в вашей жизни происходит кавардак, это не проблема. То, что у вас жизнь похожа на помойку, это тоже не проблема. Это последствия. А вот то, что вы употребляете, это прежде всего душевная травма. И вот отсюда Мэллори передала слово Маше. Yes. Thank you, Kostya. Kostya is my helper. Yeah. What he said, yeah. So sorry, I lost myself. So right. So if when I start, I cannot control it and it'll get out of hand and it'll eventually lead me to pain, bad health, and eventually death, right? Like I mean I could see that, right? It's not good for me. So if that's the case, then the answer would be stop altogether, right? То есть, если я понимаю, да, что последствия моего употребления, если продолжу пить, да, это разрушит мое там здоровье, жизнь и так далее, и в конечном итоге приведет к смерти, ну, в общем-то, это проще всего как бы да, то есть на этот вопрос ответить так, ну, как бы, ну, просто не пить, да, просто отказаться от этого употребления алкоголя. But the problem is that I can't stop. So if I can't drink successfully because it'll lead me to death, everything that happens after it's in my body, it's not in my control. But the more important thing is that
everything that happens before I put it in my body, that's also not in my control because eventually I will go back to it, then that's a problem. Да, но проблема-то заключается в том, что просто не пить я не могу, да, то есть я не могу, опять же, контролировать, если алкоголь попадет в мой организм, и ну и дальше я продолжу пить, и это приведет к каким-то последствиям, да, проблемам со здоровьем, в конечном итоге, да, разрушит меня, и я умру. Да, но еще проблема в том, что я не знаю, как не выпить эту первую рюмку, да, то есть у меня вот эта вот одержимость в моей голове, она мне расскажет, да, она мне расскажет, что мне как бы нужно выпить. И вот в этом тоже есть проблема, что это тоже не подконтрольно мне. То есть я не могу контролировать, когда я начинаю пить, и я не могу никак контролировать, чтобы не начать пить. Yeah, I mean, I just thought of this just now. It's basically just like I cannot control whether I put my hand to a hot flame. I'm just like, I'm going to do it. I'm going to do it. I'm going to do it. So obviously I don't want to die in flames. So the fact that I can't control whether I do it, that's the problem, right? I can't not set myself on fire. Да, и, в общем, это можно сравнить, как если бы я тянулась к открытому огню, да, то есть, ну, меня тянет и тянет, тянет и тянет, я как-то, я не хочу как бы погибать в огне, да, то есть я не хочу обжигаться, да, но мне вот это не подвластно, то есть вот это вот ощущение, да, что я не могу это контролировать, я не хочу умирать в огне, но все равно мои как бы руки тянутся к открытому огню, я не могу это контролировать. So now that I've established that I have this problem that I cannot not set myself on fire, it means that I'm going to die. I'm basically, I don't know if you guys can curse, but I'm basically fucked. Да, ну, в общем, суть в том, что если, то есть, как бы я не могу вот это контролировать, то есть, в принципе, может случиться так, что я прыгну в этот огонь, да, то есть у меня нет контроля даже над этим, да, то есть моя безумная голова это мне рассказывает. И, в общем-то, то есть, ну, может так случиться, что я тогда прыгну, Мэллори даже ругнулся, говорит, ну, в общем, если я это сделаю, то, конечно, наступит мне писец. Да. Писец. Но она сказала не писец. Хорошо. I was gonna ask, did you say the word? I don't know if you did. Yes. Actually, I substitute euphemism, so it's okay. Keep going. Gotcha. Okay. But it's that severe, right? So when I realized that, oh my God, I can't do anything about it. That is the key to me realizing that I need help. Because by myself, this was the situation. I'm going to burn myself to death. That's what's going to happen. И вот когда ко мне пришло понимание, да, если вот к этой ситуации с открытым огнем обратиться, что я не могу даже проконтролировать вот этот момент, да, что я вдруг могу броситься в этот открытый огонь. И вдруг, когда мне пришло вот это понимание, что даже вот здесь я не могу, да, даже под страхом смерти я не могу контролировать этот процесс, то же самое с алкоголем. То есть тут мне нужна помощь. Мне нужна помощь, поскольку у меня нет вот этой защиты. So I'll prove it to you that I can't do anything on my own. I can't change my body. If I'm allergic, I'm allergic. I can't do anything about it, right? And then I can't change my mind because I've tried and tried. Clearly, I failed. So I can't control my thoughts either. So this means that I alone cannot do anything about this situation that I'm in. И суть в том, что я действительно не могу никак поменять эту ситуацию сама, да, своими собственными силами. Я не могу поменять свое тело, имеется в виду, я не могу поменять то, что у меня физическая аллергия. Да? То есть никак мне это из тела это не убрать, из организма. Я не могу никак разобраться со своей больной головой. Да? То есть когда мне голова рассказывает, да, я не могу контролировать, что может произойти, если вдруг я начну употреблять. И как я начну это употреблять, я тоже не могу это контролировать. То есть я вот в этом состоянии, я не могу ничего с собой поделать сама, без посторонней помощи, да, без помощи. Вот, here's your word. Oh, yeah. I know what you said.
So going back to the literature, it said this cycle, right? Because I keep burning myself and burning myself, it happens over and over again until I die, right? Unless this person can experience an entire psychic change, there is very little hope of his recovery, his or her recovery. И поскольку я действительно не могу ничего поделать, да, то есть не могу ничего поменять самостоятельно, не со своим организмом, да, не со своим безумным умом, да, это будет продолжаться, да, вновь и вновь. Этот цикл повторяется снова и снова, и если у меня не произойдет коренной перелом психологии, то надежд на выздоровление немного. So at that point, when I'm faced with the reality of what it means to be an alcoholic, that I'm doomed to die, that gives me enough desperation and fear to be like, oh my gosh, is there anything that I can do about it, right? On my own, no, but they are giving me hope, and they're telling me from Alcoholics Anonymous, they've told me we were in that situation, but there is a secret sort of way out. И вот когда я обнаружила себя вот в том высшем пике отчаяния и страха, да, что я поняла, что я сама-то ничего не могу сделать, да, то есть вот это у меня и физическая аллергия, и одержимость ума, я не могу пройти это, через это самостоятельно, да, и как раз-таки, да, анонимные алкоголики, когда я там оказалась, мне сказали, да, что так, а у нас же то же самое было, мы абсолютно такие же, как и ты, да, но есть практически секретный путь. And so it just told me, right, an entire psychic change. So if that's telling me that's my lifesaver, that's the only thing that's going to allow me to survive, how do I get this psychic change? Like, let's go, let's look for it, right? И когда мне вот как раз-таки объяснили, да, про этот коренной перелом в психологии, я, то есть что это единственный вариант, да, то есть как мне можно излечиться, я поняла, что, хорошо, да, давайте коренной перелом психологии, то есть я готова. And that's what Alcoholics Anonymous has taught me. What the problem is, that I have it, and it's more importantly taught me that there is a solution. И действительно, анонимные алкоголики, да, в чем их заслуга, да, что, во-первых, они мне рассказали, что со мной не так, да, но они мне дали решение, это самое главное, да, то есть как решить эту проблему. And so that's why we have a 12-step process that is all in pursuit of this psychic change that's necessary for me to stop putting my hand to the fire and burning myself to death. И вот как раз-таки, да, мне предложили вот эту программу из 12 шагов как некий алгоритм, да, вот достижения вот этого коренного перелома, да, в психологии. Единственный путь, который может починить мою голову, да, чтобы я перестала руку в огонь запихивать, да, и то, что этот путь, который, в общем-то, избавит меня от мучительной смерти. And that's why the step process is so important. I didn't understand it when I first came. I thought that I could sit in meetings and not do the step work. I tried, and it didn't work very well for me. I was still dying inside, right? Because it's a 3-part issue: physical, which we went over, mental, we went over, but spiritual. That's why I need that psychic change. Но как раз-таки о чем я хочу сказать, что вот это алгоритм 12-шаговый, он очень важный, да, вот этот именно путь, поскольку я поначалу просто ходила на собрания, но я умирала, внутри я умирала. Мне сказали, что нужно идти по шагам, нужно выполнять программу как единственный путь, поскольку у нас 3-составная болезнь, да, это и физическая часть, про которую мы поговорили, и такая вот эмоциональная, да, психологическая часть, но еще и духовная часть, да, то есть я внутри умирала, и мне нужен был этот алгоритм из всех 12 шагов. So we've established that if I don't have a psychic change, I'm going to die. So if that's the case, how do I get that psychic change?
That's what the step process is for. It's instructions on how to get that psychic change that's essential, that's required for me to live. И к чему я это все рассказываю? Что вот этот вот коренной перелом психологии – это то, что мне нужно для того, чтобы отремонтировать вот эту третью составную часть, да, вот эту духовную часть меня, которая была в умирающем состоянии. Да? То есть это некий алгоритм, да, инструкция по применению, 12-шаговая, которую нужно обязательно, да, сделать, чтобы как раз-таки починить вот эту третью часть, вот эту мою духовную составляющую. So I'm going to start wrapping it up by saying, at first, that's what this was about for me. It was about realizing that I was dying, but it was really about, it gave me the incentive to try to save my life, right? That's what this step process and Alcoholics Anonymous was to me in the beginning. Да, в самом начале для меня 12-шаговый путь, это была, да, некая такая инструкция, что у меня было понимание, что это может избавить меня от мучительной смерти. Такое у меня было понимание в самом начале, когда я приступила к шагам. But as I continue in this process, I've started to realize that this psychic change that I was after, that yes, it's needed for me to save my life, but I started to seek it for other reasons. Но потом, с постепенным прохождением шагов, я поняла, что это не только для того, чтобы спасти мою жизнь, да. Я стала делать эти шаги, продолжала делать эти шаги еще и по другой причине. And those other reasons are just some of the promises, right? It's just like the calm and the peace and the power of a presence, you know, just like, I can't describe it, but it's just a better way of life. That's what I've realized the spiritual awakening and the psychic change has been for me. And then there's no limit. It just gets better and better. И пришло ко мне постепенно понимание, да, что не только эти шаги спасут меня вот от физической гибели, да, от смерти, от какого-то безумия, да, но несколько еще других было причин, почему я продолжала делать эти шаги, поскольку у меня налаживалась жизнь, да, то есть у меня было вот это вот облегчение, ну, вот это вот ощущение спокойствия, жизнь как бы заиграла новыми красками, то есть вот это вот мое духовное пробуждение и вот этот коренной перелом в психологии, который у меня произошел, да, это то, что, ну, для чего я делала эти шаги, и я продолжаю их применять, и это то, что нету предела для совершенства, то есть это можно делать и делать и делать. Because what I'm learning and I'm living in Alcoholics Anonymous and recovery now is that life is beautiful, life is wonderful, and we're not here to be sick and miserable. И то, что мне показали анонимные алкоголики, когда я начала работать уже по программе и жить вот в сообществе, да, там служить, что жизнь прекрасна, да, что не нужно страдать, не нужно как-то заниматься самоедством, да, жизнь прекрасна. So it's still a very similar outcome. So now I participate in the step process and I continually try to seek higher, deeper levels of recovery. But at this point, it's not because I'm trying to not die. That's just a consequence now. It just so happens that I'm trying to seek a higher level of consciousness and a higher level of experiencing life. And it just so happens that by doing those things, those are the same things that are allowing me to not die from alcoholism. И опять же, да, вот сейчас, когда я работаю по шагам, я продолжаю выздоравливать, и с течением вот этой вот работы и моего общения, да, в анонимных алкоголиках, это не только
то единственное, да, что вот единственное, что уберегает меня от физической гибели, да, от физической смерти, да, то есть я постоянно ищу новые уровни вот этого духовной жизни, да, вот этого духовного пробуждения, какого-то перелома в сознании, да, то есть я стремлюсь выходить на более высокий уровень каждый раз. And so, in closing, I just want to say that wherever you might be in the process, whether maybe it's in the beginning and you're still being pained by alcohol, that's okay, because taking the steps that are outlined in this book, Alcoholics Anonymous, they will help you not kill yourself with alcohol. And once you reach a place where death isn't creeping down your neck, doing the same actions will continue to elevate your consciousness and your life. And at the same time, you're still keeping yourself safe. So whether you're doing it from the pain of alcohol or whether you're doing it for the joy of life, it's the same actions that are getting you both results. Да, и в какой бы сейчас, на каком бы уровне вы сейчас не находились, возможно, вы новичок, может быть, вы еще в самом начале пути, может быть, вы еще в том состоянии, когда вы испытываете боль, да, вот страдания от этого своего употребления, да, может быть, вы уже прошли, да, там, допустим, там, круг шагов, тем не менее, это не только... То есть прохождение этих шагов дает вам не только лекарство, да, от вот этой вот физической гибели, да, то есть от того, что вам хочется погибнуть, да, или хочется умереть, да, то есть как только у вас смерть перестает у вас на шее сидеть, да, вот это вот мысли о том, что вы можете убить себя, да, вы продолжаете двигаться в этом направлении по этим шагам, да, достигая все новых и новых уровней вот этого духовного пробуждения. И это выводит вас на совершенно новый уровень. Да? Не просто как бы избавиться от мыслей, да, о том, чтобы убить себя алкоголем, да, но вот, чтобы жизнь заиграла новыми красками, то есть достигнуть такого уровня, чтобы и дальше продолжать жить и достигать все новых и новых высот. So, I just want to say that I have experienced a major psychic change and my life has gotten infinitely better, but it's just getting started, you know, like I'm so looking forward to all of the wonder and the splendor that this process has to offer. And I'm so grateful because I wouldn't even dream of this life. I couldn't have dreamed of this life, especially when I was plagued and in the grips of the alcohol. So I'm just blessed and grateful. And I think if you're here, you are blessed as well. And there is a way out. And we're all here to help each other get there because it is possible. И вот теперь, да, я продолжаю, у меня этот процесс продолжается. И опять же, да, я живу вот в этом процессе, я наслаждаюсь этим процессом, я двигаюсь вперед. Сейчас вот эта программа, эти шаги не только, да, как лекарство от там, смерти, да, когда я была одержима алкоголем, да, и хотела, да, вот погибнуть в этом алкогольном угаре, да, сейчас это движение вперед, то есть это новый уровень, да, то есть это есть возможность и у вас, да, двигаться в этой программе, да, то есть получать бонусы от этой программы. Чем дальше вы идете, тем больше бонусов вы получаете. То есть этот процесс бесконечен, да, то есть чем дольше вы двигаетесь, тем больше у вас успехов. И этому можно учиться, и этому нужно учить, и чем больше вы находитесь в этой программе, тем лучше у вас налаживается жизнь. Во всяком случае, она у меня так и наладилась. So thank you very much for allowing me the opportunity to come share with you guys. And Maria, спасибо. Да, спасибо, ребята, что пригласили меня. So we are waiting for questions. Спасибо большое. Можно вопросы задать?
Чат у нас включен, да? Нет, вроде включен, не знаю. Да, вот. Угу. Да, вопрос от Саши. Свои единички, добро пожаловать. Угу. Саша, можно включить микрофон и задать вопрос, только, пожалуйста, кусочками дели, если он очень длинный, что я переводила. Микрофоны у нас включены. Не работает. Микрофон. Так, а сейчас мы включим. Оп. Включил. Так. Ага. Саш, попробуй еще раз. Угу. Сейчас вижу, да. Всем привет, Саша, алкоголик, наркоман. Угу. Саша. Вопрос, сколько ты уже трезвая и что тебе больше всего помогает в программе, самое важное для тебя? So the question from Sasha. Саша, там Мэллори говорила, да, у нее 6 лет трезвости, ну хорошо. So the question from Sasha, he wasn't in the very beginning, so he haven't heard. So how long are you sober? And the second question, what is the most necessary or what is the most peculiar thing which helps you in this program? So which is the most necessary thing while you are in the program? Mm-hmm. Hi, Sasha. So I have 6.5 years separated from alcohol. Oh, do you wanna? Ага. У Мэллори 6,5 лет трезвости. Ну, как она говорит, что 6,5 лет назад как бы ее отлучили от алкоголя. Да, она это в самом начале рассказывала. Uh-huh. And sorry, the question was, can you repeat yes, the yes. last Which is the most necessary thing while you are in the program? Which helps you the most? I mean, some peculiar thing, maybe a step, which is the most necessary for you. Uh-huh. Well, in a nutshell, I'm gonna say God, but I'll elaborate on that. If you wanna. Да, ну, если так по-простому высказаться, да, что, ну, что мне помогает? Мне помогает Бог, как я его понимаю. I know you may have been looking for a more tangible piece of advice, but quite honestly, what I learned is that the powerlessness about this problem, that's the problem. I don't have power. So what I'm saying, it was the most important thing was obtaining a connection to power. And that is through this process, working the steps, particularly the house cleaning, that is the inventory, but more like it's really the freedom. A lot of it is on the other side of step 9, but practically speaking, everything, the meetings, to be in community with each other, because I can't do it by myself, sponsorship, but really the steps, because it leads me to that power. The steps are not God. The steps are not the answer. They're just the vehicle that get me connected to the power. Да, такой ответ. Да, то есть кратко сказать, что это Бог, да, но, может быть, если ну, более какой-то конкретный дать совет, да, что самое важное для меня, это быть соединенной, да, соединенной вот силой, да, более могущественной, чем я, признать свое бессилие на всех уровнях, да, и искать вот этот вот сознательный контакт с высшей силой, да, с Богом, как я его понимаю. Хотя, да, важна и инвентаризация 4-го шага, да, то есть вычистить все завалы и потом с оставшейся частью, да, ну, грубо говоря, потом перейти это в 9-й шаг, возместить ущерб, это тоже очень важно, безусловно, да. Также посещение собраний, наставничество, это тоже все очень важно, да, но все вот это и шаги, и какие-то действия, мероприятия, которые я делаю в анонимных алкоголиках, это все только для того, чтобы соединиться с силой более могущественной, чем я. Да? То есть эти шаги – это не просто как какой-то инструктаж, да? Это транспортное средство, что ли, что меня везет к осознанному контакту с высшей силой.
Can I say one more thing? Yeah, yeah. In a nutshell, I'm gonna just say like, so because the problem is that I'm cut off from this power, right? So I had a lot of fear with the inventory and I didn't want to do it and the amends and all that stuff. I had a lot of blockages, but that's exactly it. It's blockages. It's something in between me and that power. So I have to do the 4 through 9 to get rid of the blockage so that now I can actually have contact with the power. But then now what's important to me too, steps 10, 11, and 12, because it keeps me connected because I'm going to fade away. So it keeps me connected and hopefully closer and closer to that power. But so again, my overall answer is that power, God. Да. Но опять же, коротенько, если говорится, что это, да, это Бог, сила выше, более могущественнее, чем я. Но опять же, да, мне не хотелось сделать на каком-то этапе инвентаризации, да, или возмещать ущерб. Это все было там тяжело, как местами болезненно, да. Но опять же, да, что самое важное? То, что понимание того, что я заблокирована от этой высшей силы, да, и эти шаги с 4 по 9, да, начиная с инвентаризации, заканчивая возмещением ущерба, это те шаги, те инструменты, которые меня как бы разблокируют, отодвигают эту стену между мной и высшей силой. И что особенно важно сейчас, вот пока в моем активной программе, да, это 10, 11, 12 шаг на постоянной ежедневной основе, которые меня поддерживают в постоянном контакте. Да, то есть с 4 по 9 мы эту стену разрушаем между собой и высшей силой. С 10 по 12 это то, что нас держит постоянно вот в этом осознанном контакте с нашей высшей силой. А так, в общем и в целом, самое что главное, что может быть наиглавнейшее из всего, это сила более могущественная, чем я, и мой контакт, взаимоотношения с ней. And by the way, when I first got here, I didn't believe in God, just so you know. Ну, кстати, да, могу сказать так, когда я первый раз пришла на собрание анонимных алкоголиков, у меня вообще не было никакой веры в Бога, да, там, в какую-то силу. So I hope that answered the question. Ну, надеюсь, Саша, что Мэллори ответила. Yeah, she did. Thank you, Mэллори. Спасибо. Читаю вопрос от Настасии. Спасибо большое за твой опыт. Скажи, пожалуйста, как ты справляешься с унынием, апатией? Маш, ты видишь вопрос? Потом неудовлетворенностью, которые накрывают даже когда в жизни нормально. И буду благодарна, если поделишься в 2 словах опытом 5, 6 и 7 шагов. Это получается 2 вопроса. Ты скажи, что у нас еще есть вопросы другие. Ага. Так. So Mэллори, so it's such a long question from Anastasia from chat. So like it can be divided into 2 pieces. So the first thing, how do you overcome with this being restless, irritable, discontented, frustration, despair, so even when everything is okay in your life? It's the first question. So we can go on after. Okay. So the question is, how do I overcome those feelings? How do you manage to cope with them? Even if, for example, even if everything is okay, but you have some inevitable like despair or fear or frustration or something like this. Your sadness, apathy simply covers you if the life goes well. Yeah. Gotcha. Well, that's called spiritual malady. If I'm feeling restless, irritable, and discontented, that means that I'm not well, right? Because there's physical recovery, there's mental recovery, and there's spiritual recovery. So, and I'm not saying that doesn't mean that I'm not going to feel sad. But if I'm feeling restless, irritable, and discontented, like just in my soul, like all the time, like that, honestly, how do I treat it? I'm going to be like a broken record with the steps, only because the steps are the vehicle that allow me to get to this power that I try really hard today to try to stay connected to, because it's the only thing that makes me feel okay.
It takes away the restless, irritable, and discontented, and the fear. Like there's processes, there's actual instructions, and everything's in the big book. Every answer to any question is in the big book. There's process. If I'm feeling fear, I have certain instructions. If I'm feeling anger, resentment, I have certain instructions. But in essence, that's all covered in the inventory process and steps 4 through 9. So that's what I try to do. Окей, thank you. Такой развернутый ответ. Если вдруг я чувствую вот эти вот чувства, ну, там, чувствую чувства, если я нахожусь в таком не самом лучшем своем духовном состоянии, да, и апатия, депрессия, и уныние, и страх, и так далее, частенько, да, они могут возникать, да. Что это значит? Что это моя, как бы, духовная мелодия, то есть моя мелодия духовная, в которой я звучу, она не налажена, не настроена. Как я это настраиваю, да, но это в любом случае это шаги с 4 по 9. Да, то есть это если у меня там страх, там, злопамятство и так далее, это что я делаю? Это я делаю инвентаризацию 4 шага. Это все написано в книге, все ответы написаны в книге. Да? То есть в книге у нас подробный учебник, как делать. Да? Если какие-то там другие чувства я испытываю, такие негативные, в любом случае я проделываю шаги, смотрю, да, с 4 по 9, да, чувствую, если я вину, значит, что-то там не доделано в 8-9. То есть в любом случае это значит, что моя духовная мелодия плохо звучит. В любом случае варианты только шаги. Да? Шаги в основном это шаги с 4 по 9. То есть вот это свое состояние вывести на хороший духовный уровень. And the second question is from Anastasia as well. Can you share a little bit about your experience of 5th, 6th, and 7th steps? Yes. I've had several, 5th, 6th, and 7th. The first time I did okay. There's a couple of schools of, sorry, Maria. I probably gave you a lot last time. So the first time I did a 5th step, I was scared. I didn't want to do it, but I was at the point where I had been sober for a couple years, or abstinent for a couple years, but I hadn't done the steps. So I knew I had to. It was like, everything's bottled up inside and I was about to explode. So I knew I had to share this stuff. So go ahead, Maria. Да, первый раз я делала 5-й шаг. Проделала я все эти шаги, поочередно несколько раз уже вот на этот момент, да. Но вот 5-й шаг, первый раз, когда я делала, у меня было много страхов. Я была тогда, грубо говоря, абстинент, когда я воздерживалась от употребления где-то уже года 2, да, то есть я не делала шаги первые, может быть, 2 года моей трезвости, где-то вот на 2-м году трезвости я начала делать шаги. И первую свою инвентаризацию, вот 5-й шаг, я делала в каком-то страхе, да, в страхе, в нежелании, но настолько у меня все накопилось внутри вот за эти 2 года того, как я не пила, что я могла, у меня было такое ощущение, что я взорвусь. То есть я знала, что мне нужно это сделать. Обязательно это нужно рассказать кому-то. So when I first did it, I did it with a couple different people actually. And I recommend it. However, so the first time, first person, it was a relief. It was just a flood of, just relief and I just needed to get stuff out. But God bless her, she wasn't very experienced yet, so she only served as somebody to listen, which is very important. But a 5th step, there's 2 components to an effective 5th step. Not only is there the confessional aspect, which is I need it for the soul, but I needed a more experienced member to help me see my part in step 4, because it's not just about me spilling everything that's happened in my life and because that doesn't help me. Like the important thing is that I walk away from that experience knowing what my mistakes are, where my character defects are, so that I can move into 6, 7, and eventually 8 and 9
So go ahead, Maria. Да, очень подробный ответ. Я, когда первый раз делала 5-й шаг, ну, на самом деле получилось, что я его делала с 2 разными людьми, потому что так получилось, что когда я отвечала первый раз свой 5-й шаг, да, я чувствовала вот это вот облегчение, да, как будто вот этот поток, он прошел через меня, то есть все из меня вышло. Но поскольку человек, которому я рассказывала первый раз, вот мой 5-й шаг, первый человек, которому я рассказывала, он был не сильно опытен, да, вот он выслушал, ну, она, да, этот человек меня выслушал, что было немаловажно, да, то есть он выслушал все, что я написала. И это тоже было, ну, каким-то таким важным, немаловажным аспектом. Это была как некая такая исповедь, да, то есть мне нужно было просто вот вылить это все, да, ну, этот человек меня просто выслушал, но поскольку не было большого опыта у этого первого слушателя, мне нужен был кто-то, как бы обратная связь от более опытного члена сообщества, который бы со мной разобрал как раз-таки мои дефекты характера, которые, в общем-то, да, вытекают из инвентаризации по 4-му шагу. То есть нам нужно было еще это просмотреть, переработать, изучить, да, и мне нужен был более опытный наставник. Because it's not helpful for me to leave my inventory saying, oh, I was a victim and I have resentments because people hurt me. And don't get me wrong, tragedies happen, things that shouldn't, or painful things happen. I'm not saying that that's not what happens, but I still need to see where I'm responsible. I'm not saying I'm responsible for everything, but I'm responsible for either a poor reaction or I mishandled it after or something. But I need to see where I was wrong so that I can see what was driving those wrong actions, because those are revealing my character defects, what they are. Because I can't, in step 6, I can't, want my character defects removed if I don't know what they are. I need to see my selfishness, my dishonesty, my wow, I'm like blanking right now. My dishonesty, my selfishness, where I cause people pain, that stuff I need to see where I lack the integrity. And those are the character defects, selfishness, particularly selfishness in all its forms, right? When I see that gives me the desire to want to not have these things, because I'm not proud of being all these things, selfish, dishonest, all these things. So because of that helps me go into a step 7 and ask for help, because I don't want to be that person. I'm not meant to be that person. I'm not proud to be that person, but I have to see the truth that I am that person right now in that juncture. So that's what allows me to say, you know what? I do want to not be that person. I want those character defects removed. God, please help me to remove them. And it's by that process that I then gain the willingness to say, you know what? I hurt some people. I made some mistakes and I made messes. I have to clean them up. And that's what steps 8 and 9, making the amends, is about. Да, я так немножечко сокращу. Суть в том, что почему мне нужен был этот более опытный наставник, поскольку мне нельзя было просто рассказать и оставить вот эту инвентаризацию 4-го шага недоделанной, да, то есть оставить ее на том состоянии, что я жертва, значит, меня обижали, меня там ущемляли и так далее, и так далее. Мне нужно было обязательно с более опытным человеком разобрать свои недостатки, потому что как я могу в 6-м шаге, да, и далее в 7-м просить Бога избавить меня от недостатков, если я вообще не могу понять, где тут мои недостатки, да, то есть мне нужен был более опытный человек, который мне укажет, мы с ним разберем, он мне укажет, да, на мою нечестность, страх и так далее, корысть, чтобы у меня был вот этот список вот этих моих дефектов, которые я перенесу в шаги 6 и 7,
что я захочу, да, захочу у Бога попросить, чтобы Он избавил меня от этих дефектов, да, и потом, соответственно, дальше двигаться к шагам, там, к шагу 8 и 9 и увидеть, что мои действия, да, что не только меня обижали, да, но и я вела себя нечестно, да, я обижала, я приносила ущерб и так далее, чтобы у меня появилась вот эта база моего поведения, вот такого, да, не самого лучшего по отношению к другим людям, чтобы я уже с этой базы, да, вот с помощью вот этого опытного наставника шла в шаги 8 и 9, да, то есть я в 6 и 7 прошу до Бога, я их как бы диагностирую вместе с наставником, прошу у Бога забрать эти недостатки, да, а далее я, зная, да, что, как эти недостатки повлияли на мое отношение к другим людям, на какой-то ущерб, иду в шаги 8 и 9 и далее возмещаю ущерб. Yeah, it was very clear, I think. Let's continue. Вика, что там дальше? Следующий вопрос, в принципе, Мэллори уже по этому поводу сказала, но какое количество вопросов Ксении, какое количество людей попали в твой 4-й шаг, но это как бы интимно, но если она захочет, да, по обидам. И помнишь ли ты, какой резентмент было сложнее всего отпустить? So the question from Ksenia, if it's possible, because it can be a little bit like intimate for Mэллори to answer, do you remember how many people you wrote into your first inventory in the 4th step, resentment inventory for the first time? And which resentment was the most difficult for you to overcome? So yeah, the first time, and I'm due for another inventory, by the way. My first inventory, I'm gonna say something pretty much everybody I came into contact with, right? But like really listed down, I'm gonna say I'm gonna throw out a number, maybe 20 or 30 people, but that was like, you know, my close immediate family, some boyfriends, my work colleagues, and maybe some friends, but pretty much anybody that I had any type of intimate relationship with, or anybody, because let's face it, being an alcoholic, I'm gonna get my feelings hurt and gonna create a resentment. So if you spend enough time with me, you're gonna make that list, right? Ну, могу так поделиться, да, что, да, сейчас я делаю уже другую, очередную инвентаризацию, но вот моей первой инвентаризации не сказать, что очень было много людей, в основном я туда записывала самых близких людей, с которыми я общалась, там, может быть, там между 20 и 30 человеками было на тот момент, да, но это в основном была моя семья, близкие друзья, коллеги по работе, какие-то там бывшие бойфренды, ну, с кем у меня были какие-то интимные отношения, но в том плане, что их было не очень много, но в основном это были, конечно, люди, с которыми у меня было больше всего контактов. And who was the hardest to lose the resentment for? You know, that's actually a good question. I don't know, you know, but what I can say is that what was the most difficult for me were the things that I felt they were just harmful, and I felt like for example, right, my friend, when we were 13 years old, I was like maybe 11 or something, okay, and I was still holding on to this, and still I'm not 100%, I haven't let it go completely, and because it's still it was painful to me. He had said, he made a comment that really hurt my feelings, and it's not to say that I haven't hurt his feelings too, but that was one of the ones that was harder, because regardless of whether I could see, oh, I need to forgive this person because he didn't mean to be so harmful, it just happened to harm me, right? It wasn't intentional, and all these things, but the pain was still there. So that might be the one that was like hard to let go of. But I mean, I no longer harbor resentment towards him for it.
but the sting of the pain is still there, if I have to be honest. Да, ну, как сказать, не могу точно вспомнить, но, возможно, вот была одна ситуация, но это было очень давно, то есть мне, может, лет 13, может быть, 11. То есть вот до сих пор есть какие-то такие вещи, которые достаточно болезненные, которые уже с течением времени я проще переношу, но, тем не менее, какая-то часть вот этой вот обиды осталась, да, какой-то из моих близких друзей не намеренно, возможно, да, сделал какой-то комментарий в мой адрес, ну, возможно, там при всех остальных, да, и это мне врезалось в память, поскольку это было очень болезненно для меня, да, я так отреагировала, опять же, это мой дефект, возможно, он не имел в виду то, что он как бы сказал, да, но тем не менее это запечатлелось в моей памяти, и вот очень долго я с этой болью, с этой обидой, да, жила, и сейчас, конечно, она постепенно ушла, но, тем не менее, как бы она иногда всплывает, да, я иногда ее вспоминаю, менее болезненно, конечно, да, не сказать, что это прям давлеет надо мной, да, но, тем не менее, то есть такая ситуация была, и ну, для меня она была достаточно болезненной. Не отпустила Не отпустила. себя, да. Окей. Спасибо. Вика? Так, вопрос, да, от меня. Мэллори, скажи, пожалуйста, ну, несколько вопросов. Как проявляется твой эгоизм сейчас? Проявляется ли, да? Ну, скорее всего, проявляется. И конкретно, в конкретном примере. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как ты служишь людям, миру, не алкоголикам? И мало знакомым людям. Спасибо. So the questions from Victoria, our host today. The first question is, how do you, so Kostya, help me. How your egoism, so selfishness, is reflected in everyday life, and Victoria asks for a specific example about your selfishness reflection in everyday life. Yeah. Okay. It won't be so easy. The first one, yes. So what have I identified as my current active selfishness and ego? Is that the question? Yeah. Yes. In everyday life, how if it sure. does reflect in your everyday life, using specific examples. Exactly. Okay. Okay. The answer is 100% always. Yeah. Okay, something recent. Okay. So I was very oh my god. So I was very jealous because my boyfriend had one of his very good friends over to his house. He cooked her a meal and it was lovely, and of course I'm very I felt very insecure and very jealous, and I tried my best to practice this principle in all my affairs, and I tried to put out the what spiritual principles I can apply here, and it worked for like 2 days, but I needed to keep doing it, right? So long story short, my selfishness and my ego came out, and I let him know how displeased I was and how jealous I was, and how selfish is that? So what am I saying? That he's not allowed to have a friend who happens to be a female? Like, don't get me, there's dynamics there that are not really great, but regardless, I don't care whether I'm a girlfriend or not. It's his life. I have no say. I have no control, nor should I. But my ego is saying, no, you should treat me like this. You shouldn't treat other people like that, and blah, 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 blah. And so it created friction for me and him. And it was so selfish. And the ego is like, why? So so the ego is like a two-sided coin, right? Because in one way, it's inflating me up and saying, I'm the best thing ever, and you should never, ever think anything less than that of me, right? But then on the other side, it's so insecure and it's so needy that it feels very easily threatened. So of course, for him to have a female friend over,
it was like the worst thing that he could have ever done. I didn't talk to him for like a week. It was like very childish and selfish. Да, такая интересная история от Мэллори. Да, вот она говорит, ой-ой-ой, да, такая ситуация, конечно, ну совершенно. Как вообще мой эгоизм тут отобразился. Ее молодой человек пригласил какую-то свою, ну, подругу женского пола, так будем сказать, да, пригласил в гости, и он даже ей там что-то приготовил вкусненько и так далее, но это просто как бы его подруга. Но я-то уже себе, да, раздула себе картину, да, что как вообще он мог так поступить, да, что это такое, да, как он вообще может как-то дружить там с девушками, кроме меня, и так далее, да. И с одной стороны я понимаю, да, что применяя духовные принципы, я понимаю, да, что это его, допустим, подруга, да, что мне нельзя так вести себя по отношению к нему, да, у него может быть своя жизнь, да, вне меня, да, вне общения со мной. Но опять же, да, я просила, да, молилась, разговаривала с высшей силой, на 2 дня меня хватило, да, я была такая духовная и так далее, но потом все-таки, в общем, я себя не лучшим образом повела, да, я ему как бы устроила такой, так скажем, взбучку, да, рассказала, что как мне это ущемляет, как мне это болезненно, ну, как мне тяжело с этим справляться. И вот, ну, мое эго так проявилось, да, то есть, с одной стороны, я понимаю, что у него может быть своя как бы личная жизнь, с другой стороны, меня это ущемляет, мне это больно, ну, меня это всячески раздражает, и мое эго, оно, конечно, оно очень болезненное и ущемленное, да, то есть оно, с одной стороны, Костя, do you remember what was the ending of this story? Да, окончание истории такое. Я понимаю, что эго это это в определенной бере, как бы монетка, бедалька, у которой есть сторона аверс и есть сторона реверс. То есть в любом случае мне нужно каким-то образом себя сдерживать для того, чтобы не показывать свой эгоизм на других, но все равно в том случае вышла темная моя сторона. Вот такая вот история. Что поделать? Yes. And the second question from Victoria was, how do you help or how do you get in touch with non-alcoholics and you help non-alcoholics? I mean, not in People AA community. around you, Yes, people not around you, outside AA non-alcoholics. community. Yes, how do you cope with them in everyday life? Cope with them or help them? Oh, Help. and cope with. Okay. Yes. Well, and one thing I wanted to say about the other thing too is that I've been advised by wiser people than me that one thing to watch out for with the ego, because it's constantly rebuilding itself. An example is that I had a very, very hard time about 3 weeks ago, and I reached an emotional bottom, and it was only through an emotional bottom that I had the willingness to get plugged in again and start taking suggestions in recovery. And let me tell you that after 3 days, when I started to feel out of pain, you know, that ego can start taking credit for things, and it can start saying, you know, you're really not that bad. You don't need to make a phone call. You don't need to go to that meeting. You know, very little things. And so that's the most insidious thing about the ego, but it's rampant everywhere. It's every single where. So that's just another example, but I think it's a really important one to point out. So that, you know, don't take credit for God, you know? И, в общем-то, что еще хотела вот про эго сказать. Где-то недели 3 назад у меня было такое состояние, когда я была вот на таком эмоциональном дне, и мне очень как-то сложно было выбираться, и без Божьей помощи я, конечно, не могла бы это сделать, поскольку, опять же, если я ничего не делаю, если останавливаюсь, да, в программе, в своем развитии, в взаимодействии там с другими, то тут же, да, мой алкоголизм, да, начинает мне рассказывать сказочки, да, то есть буквально сразу говорит, зачем тебе эти собрания, зачем тебе, значит, там общение с анонимными, зачем тебе эта программа и так далее, так далее, так далее. Костя? So, Да, и основная задача, the
continuation of your Yes. story, if you wouldn't Oh, mind. okay. I will be assisting Marsha. И ситуация такая, что мое эго, ну, как мне посоветовали люди более старшие, несмотря на то, что даже если я там ты остановилась до каком моменте, Бабаш, я немножко... Ну, что если ничего не делать, то эго как бы будет рассказывать, зачем все это нужно. Да, и поэтому останавливаться не нужно, нужно расти над собой постоянно. То есть 3 недели назад у меня было такое состояние эмоционального дна, и я из этого состояния, когда я в него впала, то есть у меня стали происходить определенные изменения, и мысли первые стали появляться, типа того, зачем мне ходить на все эти собрания, а для чего мне вообще все это нужно, да ну вас всех как бы. Нет, вот из этой ситуации нужно постоянно выходить, поддерживая связь силы более могущественной, чем ты. Потому что иначе, если ты связь потеряешь, то смысл всей программы просто потеряется. Yes, and that was the question First from question. Victoria about helping other people, not in Yes. AA community, but what about the rest? Yeah, sure. Mhm. Quite honestly, the same. I mean, aside from, well, okay, there's two things. So I think a lot of people that are not in AA, either they might be the potential alcoholic, which is fine. I provide the detail if they ever want the help. So I share that information. That's one way. But there's a lot of people that have the same spiritual malady that I suffer from. They just don't have the thing with alcohol, but all the steps and everything else always relates to their life. So in that way, I just share my program with non-recovery people. I just maybe change words, but it's the same thing. It's just they might not be struggling with the alcohol part of it, but they struggle with the powerlessness in step 1, all of it. So I find that a lot of my help or advice, it's all from what I've learned in this process, and it applies to everybody because we're all human, suffering the human condition. And how do I cope with them? Just like anybody else, even in the program, right? Because human beings are going to clash with me sometimes, and I'm going to clash with them. It sounds so corny, but I really try to take the suggestions, and I don't do it perfectly at all. You know, sometimes I sit in negative emotion and like, you know, but I've gotten a bit of practice of like calling people and sharing with them what I'm feeling, but I'll journal sometimes. You know, I'm trying to find healthy ways to express and identify what I'm feeling, and then I do an inventory to see why I'm feeling that way and how it's really going on with me. It has nothing to do with them. And then I try to take the instructions depending on what I find from the inventory from the big book, like, because these are like solid instructions. Да, такой подробный ответ, я так укорочу немножко. Как я работаю с неалкоголиками и вообще с любыми другими людьми? Да, так же, в принципе, как и с алкоголиками. Да? То есть не обязательно еще человек страдает какой-то зависимостью, он просто может быть духовно страдающим от чего-либо, да? То есть от какой-то... То есть его вот эта духовная мелодия просто звучит не так, как у здорового человека. Да? И то же самое. Я просто немножко как бы адаптирую шаги, программу, когда я общаюсь с этим человеком. Да? То есть человек не обязательно может быть зависим от алкоголя там, или от какого-то другого вещества. Он просто может чувствовать бессилие, да, в каких-то там моментах, да, своей жизни. И то же самое, то есть все вот эти шаги можно применять в общении, там, ну, неважно, в донесении вести там, до неалкоголиков, до там, любых людей, друзей в сообществе и вне его. То есть в основном все прописано очень подробно в большой книге. Можно обращаться к ней. Спасибо, Маша. Передаю бразды правления Кости. Надо уйти. Спасибо, Мэллори. Вика, спасибо большое. С вашего позволения продолжу. Спасибо большое спикеру. Следующий вопрос от Анны. Спасибо большое спикеру. Вопрос: отношения в семье до программы и в программе, есть ли невыполненные 9 шаги? All right, Mэллори, the question from Anna. Thanks a lot to the speaker. The question: the relations in the family before the program and during the program. Do you have any
incompleted 9th steps? Thank you for asking. So the relationship in my family prior to the program, it was okay, but it was distant, and quite frankly, there's still distance, but I'm trying my best to bridge my side of the fence. But I mean, my family is also, you know, they suffer from a very similar spiritual malady, but they don't have this recovery process. So I'm really only responsible for my side. So do I have any? Yes, I have unfinished amends. With my family, yes. Currently I am trying to, and that's why I said that I just got a new sponsor, and I want to, you know, redo my inventory and really, you know, push through a lot of the stuff, because I have not made direct amends to my parents yet. I instead have been trying to make an amends through my behavior, because I'm not exactly sure what and how to say a direct amends to them. Like I try to make a living amends right now, just because I didn't like, nothing very, very big happened. You know, the relationship was more or less intact. It was just very estranged. So I'm trying to amend it that way. Ага, да, такой ответ, ответ на этот вопрос — отношения в семье. Отношения в семье до программы, они были несколько такие, немножко на расстоянии. В принципе, они и сейчас немножко, ну, такие отстраненные. Мы немножко с моей семьей отстраненные друг от друга. Но, опять же, да, я строю вот этот вот мостик через забор со своей стороны. Не знаю, как моя семья, да, но мне важно вести свою сторону улицы, да. То есть я в любом случае прокладываю путь, да, к более таким близким доверительным отношениям с моей семьей. По поводу 9 шагов невыполненных. Сейчас я вот поменяла наставника, сейчас я заново проделываю инвентаризацию, да, чтобы более подробно разобрать все в 4 шаге, чтобы потом двигаться далее через 5, 8, 9, да, по возмещению ущерба. У меня не сделаны так называемые персональные 9 шаги родителям, например, да, то есть опосредованно я делаю эти шаги, ну, с помощью того, что я как бы немножко меняю свое отношение, да, поведение, ну, то есть делаю это как бы косвенно, да, то есть стараюсь быть как бы хорошей дочерью, более отзывчивой, помогать и так далее, да. Но я еще просто не очень уверена, да, мне нужна как бы помощь наставника в этом моменте, как именно сказать, да, вот именно сделать эти персональные 9 родителям, именно лично обличить в слова, да, пока это у меня происходит опосредованно через изменение моего поведения, отношения к моим родителям. Спасибо большое. Дорогие друзья, наверное, последний вопрос, и мы, наверное, будем переходить постепенно к завершению собрания. Guys, we're asking about any additional questions, if any. The last one. The last question, and most likely we will go to the conclusion of our meeting, because I see that the speaker is tired, the interpreter is double tired. Yes. Okay, I will ask my question. Итак, я поставил свои единички. Если ни у кого вопросов больше нет, скажи, пожалуйста, Мэллори, ты говорила о некой внутренней мелодии. Скажи, пожалуйста, как ты ее слышишь или как ты на нее настраиваешься? Переведешь, Маш? Или я сам? Will you translate, Маш, or I will do it myself? Hey, you're gonna make her translate? No. You can translate yourself. I wanted to use my position to this. All right. You were speaking about some internal melody you're tuning into, right? How do you hear this melody, and how do you tune or adjust this melody? Thank you. Well, I will tell you right now. Сейчас, говорит, отвечу. Прямо сейчас тебе отвечу. Задал вопрос, получай ответ. Oh my gosh. Да, боже ж ты мой.
I'm making it like word by word translation. So, делаю перевод слово в слово, и все смеются. You're kidding. Oh my Ты gosh. что, прикалываешься надо мной? Ёкерный комбайн. Хи-хи, все смеются. I'm a bit I can't believe I can't find. So I used to be able to go through this book like nothing, and Вот. now I'm experiencing a bit of aha. Короче, Okay. вы что, прикалываетесь надо мной? Я эту книгу вообще знала наизусть, и сейчас я вот в такой ситуации, да вообще, ребят, приколисты. Yeah, which page is it? I will find it. Well, that's what I'm trying to. I can't believe that I am not finding what I used to know where everything was. Oh my gosh. Какая I'm sorry. Hold on. страница-то? И Маша спрашивает, слушай, ну давай, ты мне скажи страницу, я найду. Я думала, Мэллори говорит, что я сейчас что-то тут такое найду, я вот знала страницы, и тут ты меня поставил своим вопросом в неловкое положение. Боже ж ты мой, что делать-то? Делать-то что? Anyway, so so to answer your question, it looks like I wish I could find it in this book right now because I can't believe that I can't, but it's not in this chapter. Anyways, it's the page where it talks about, so I mean, I look around, here it is, the bedevilment, hello, on page 52. I was looking on page 62 and I was like, what? Excuse me, may I have a time for translation, if you wouldn't mind, right? Interpretation, if you wouldn't mind. Yes. Thank you, thanks a lot. И, короче говоря, тут смотри, искала, и я думала, что я все это знаю, и, в общем, в двух словах, если я буду рассказывать, это на странице, я искал на странице 62, это на странице 52, и, в общем, короче говоря, вот в чем вся соль. Yes. I didn't say anything yet. I was Я just еще flipping ничего не around. сказал, я просто, да, там что-то говорил. Okay. So you asked how I identify the spiritual malady. Well, the restless, irritable, and discontent, I just know it. Like I feel it inside when I'm like irritated and agitated. If I'm disturbed, I know that something's going on. That's one thing. Вещь номер один. Я не знаю, как на нее настраиваться. Я просто ее слушаю. Когда я раздражена, когда я возбуждена, неважно вообще. Просто я ее слышу внутри себя. Это вещь номер один. But here's an example of what spiritual malady in real life looks like, right? И вот это пример, как вот эта вот духовная мелодия в реальной жизни выглядит. Okay. Am I having trouble in my personal relationships? У меня есть какие-то вопросы, проблемы в личной жизни, в личных отношениях. Can I control my emotional nature? Могу ли я контролировать свою эмоциональную природу? Am I a prey to misery and depression? Я нахожусь в состоянии депрессии или жалости. Can I make a living? And that's not just financial. Like, can I make a life worth living? И удается ли мне сделать жизнь такой, чтобы ради нее стоило жить? Do I have a feeling of uselessness? И у меня есть чувство бесполезности. Am I fearful? Am I full of fear? У меня внутри какой-то страх, я что-то боюсь. Am I unhappy? Я несчастна. And am I able to be of real help to people? И могу ли я быть действительно полезным людям? So those are some questions of that can show me, that's like tangible evidence. Oh, something's going on. My spiritual malady is very, very present. И вот эти вот ответы на эти вопросы, они могут мне показать реально ощутимое присутствие того, что я могу быть полезным другим людям или у меня в жизни какие-либо проблемы. But yeah, so that's like what some of the unmanageability as a result of my spiritual malady can look like. But I mean, really, at this point, I just feel it. И, короче говоря, вот это может быть, конечно, результат моей внутренней мелодии, как она может выглядеть. Но я вообще не знаю, это просто я ее ощущаю внутри себя. It's a good
rule of thumb. If I'm pissed off at people, something's going on with me. My spirit is not good. И, короче, очень хороший пример. Если я на людей просто взбешена, то что-то не так внутри меня, с моим духовным миром что-то не то. And also my driving. И еще, кстати, вопрос про вождение. You know the difference, like when you're driving nice and mellow and like you let people in front of you versus you're driving like this and you get upset when people cut you off. That's when you know. И, короче говоря, тут вот если помнишь разницу в вождении, да, когда ты там аккуратно, классно водишь, всех пропускаешь, и вот второй момент, когда ты в шашки вот так на дороге играешь, короче, и все тебя подрезают, и ты на всех срываешься, вот это вот тоже две разные стороны одной медали. Yeah. That was nice. I found, by the way, this piece. Я нашла отрывок. Да, это то, что Мэллори прочитала, и, кстати, это выделено у меня тоже. Yes, it's also mentioned It's here. also highlighted in Russian translated book. Yes, like, у нас были marker. трудности в отношениях с другими людьми, мы не умели контролировать свойственную нам эмоциональность, мы испытывали горе и депрессию, мы не могли зарабатывать себе на жизнь, мы чувствовали себя никому не нужными, мы были подавлены страхом, мы были несчастны, мы были не в состоянии кому-либо помочь. Да, это, кстати, между прочим, цитировал еще Дженни в своей первой спикерской. Yes, highlighted. Yep. And another thing, am I complaining? А еще такая вещь. Я жалуюсь. Yeah, that was it. Ну и, собственно, все. All right, thank you very much for your answer. Mэллори. Thank you. Thank you. Окей, итак, дорогие друзья, вопросов больше в чате я не вижу, ну и, наверное, надо постепенно переходить к завершению нашего собрания. Мэллори, thank you very much. We're gradually coming to the conclusion of our meeting. Время нашего собрания подходит к концу. У кого-нибудь есть непреодолимое желание высказаться? Непреодолимого, похоже, что нет. Итак, в завершении нашего собрания позвольте зачитать обещание 9-го шага нашей программы. Если эта фаза нашего развития болезненна для нас, мы будем удивлены, когда половина пути окажется позади. Мы познаем новую свободу и новое счастье. Мы не будем сожалеть о нашем прошлом, и вместе с тем не захотим полностью забывать о нем. Мы узнаем, что такое чистота, ясность и покой. Как бы низко мы ни пали в прошлом, мы поймем, что наш опыт может быть полезен другим. Исчезнут ощущения ненужности и жалости к себе. Мы потеряем интерес к вещам, которые подогревают наше самолюбие, и в нас усилится интерес к другим людям. Мы освободимся от эгоизма. Изменится наше мировоззрение, исчезнут страх перед людьми и неуверенность в экономическом благополучии. Мы интуитивно будем знать, как вести себя в ситуациях, которые раньше нас озадачивали. Мы поймем, что Бог делает для нас то, что мы не смогли сами сделать для себя. В заключение я хочу добавить, что мнения, высказанные здесь, это мнение только того, кто говорил. Примите же то, что вам понравилось. Истории, услышанные вами, были рассказаны в доверии. Сохраните их только в стенах нашей виртуальной комнаты и в вашем сознании. Со временем вы увидите, что мы здесь все друг друга ценим и уважаем. Беседуйте между собой, обсуждайте разные вопросы без неприязни и критики. Пусть мир, мудрость и любовь укрепляются в наших душах с каждым днем. Те, кто ищет наставника, спонсора, могут поставить в чате 3 семерки, а те, кто готов оказать помощь в прохождении программы, 3 пятерки. Желающие взять служение ведущего связного служения на сайте или в нашей группе ВКонтакте, в Телеграм или в Инстаграм, вы можете объявить об этом сразу после собрания. Перед закрытием собрания, в соответствии с 7-й традицией Содружества, которая гласит, что каждой группе анонимных алкоголиков следует полностью опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне, я напоминаю, что наша группа сама себя содержит. Собранные деньги идут на оплату содержания сайта, на донесение наших идей в сети интернет, на перечисление в Центр обслуживания анонимных алкоголиков. На сайте группы открыт доступ к нашему счету для сбора добровольных пожертвований в любой валюте мира. Кроме того, в рублях перевод можно совершить по номеру карты. Ссылку на сайт и номера карт для перевода денежных средств мы выкладываем в чат с пометкой «7-я традиция». Друзья, группа нуждается в деньгах на улучшение наших интернет-ресурсов. Спасибо. А теперь те, кто желает, могут присоединиться к нашей молитве. Боже, дай мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да будет воля Твоя.
а не моя. Еще раз спасибо всем. Дорогие друзья, после собрания можно не расходиться и продолжить общение, включая и выключая микрофоны самостоятельно. Ограничений по времени нет. У кого появились вопросы к нашему спикеру, к Мэллори, может задать их прямо здесь и сейчас. От себя выражаю благодарность всем, кто принимал участие в собрании, за служение, за организацию работ, за прекрасный перевод, за то, что сегодня мы собрались в такой прекрасной компании и послушали такую великолепную спикерскую. Дорогие друзья, всем большое спасибо. Переходим в чайную. Yes, Mэллори, all guys are right. So wrote a lot of thank you messages for you, and Farid wrote that you like yourself like a young spring. No. Yeah. It says, Yes. thank you for the energy and youth. Yes. She is like a melody and like a Spring. running spring. Yeah, Yes. like this. Oh, Yeah. well, thank you guys. This was such a great experience. Thank you very much. I really, really enjoyed being here, and you guys are great. And Maria, thank you so much. You've got such a memory. I wouldn't be able to do it. Actually, I had difficulties at the very end because yes, probably like She was marvelous. She was great. Yeah, really. I can verify And it. Yeah. Constantine, thank you very much too. yes, Yeah. Konstantin was my helper because yes, when I have longer parts, I understand everything, but when I start to translate, then I like boom, then it's like a blank thing. Yes, I need to practice more anyway. Yes, but you were No,